Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк из школы боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как научиться эффективно атаковать, чтобы нокаутировать своего противника. Рабочее название этой техники – это короткие, длинные, медленные и быстрые удары. Вы сейчас увидите, как спортсмены-профессионалы используют эту технику в своих поединках. То есть суть этой техники короткие и длинные. Я начинаю бой, я выстреливаю удары и сознательно не достаю, не вставляю. Вот как бы раз попробовал, два, не достаю. Хотя на самом деле я чувствую, что я могу достать. Противник привыкает к дистанции моих ударов, видит, что ничего страшного, и уже как бы адаптировался к этому. Потом я работаю и уже как бы чувствую, что точно достаю. И тогда уже удлиняю удар и бью так, чтобы мне было удобно. Это касательно короткие и длинные, медленные, быстрые. Иногда можно вот работать и вот выбрасывать такие себе удары. Вот они вроде и сильные такие, но относительно медленные. Да, вот. Потом тоже противник адаптировался немножечко, и я уже могу потом где-то немножко более взрывные делать атаки. И для него это тоже будет на какое-то время неожиданностью и шансом его поразить. Также могу бить легко, не очень сильно, и потом резко переключаться на сильные удары. Вот это суть этой техники. Короткие, длинные удары. Моя задача. Мы ведем сейчас технический бой на видение, скорость комфортная для нас. Да? Единственная моя задача — это партнер работает обычно. Я сейчас буду отрабатывать этот принцип. Я работаю, бросаю короткие удары, а потом где-то, где чувствую, уже удлиняю. Вот. А он мне говорит, что вот, да, прошло или не прошло. Ну, я сам увижу, если я ударю его. Удлинился, сразу достал. Тоже удлинился, достал. Моя задача работать относительно медленно, а потом ускоряться. А партнер работает обычно, как ему удобно. Я уже стараюсь наносить много там ударов разных, но бью не сильно, чтобы он привык к моим ударам и уже не боялся. Это мне что даст? Если, например, там раз лоу-кик, он видит, что не больно, он уже потом особо реагировать не будет. И когда я вижу, что нога хорошо стоит, я потом уже вкладываюсь в сильный удар. Или также там по корпусу, где-то я наметил для себя, что где-то открытое место, пробую так не сильно бросать. Хорошо, а потом уже усиливаюсь. Но в отработках, когда я хочу усилиться, я просто бью чуть-чуть сильнее. То есть контролирую туда, чтобы не травмировать партнера. Вот как бы усиливаться. Короткие, длинные удары. Ошибка будет, если вы бьете все-таки длинные удары или по своей длине. Или наоборот, вот такие очень короткие, неправдоподобные. То есть должна быть присутствовать немножко правды. Вот вроде стараешься, все вроде руками выбрасываешь, но не можешь как будто достать. А вторая, это если ты очень уже как бы медленно работаешь и не успеваешь защищаться. Противник может тебе переиграть. То есть ты просто, может быть, вот этот взрыв не делай, а все остальное можешь делать быстро, только потом ускоряться за счет начала атаки. Следующая ошибка. Если ты увлекаешься легкими ударами, да, и не ожидаешь, что тебя будут тоже бить. То есть ты бьешь легкие удары, но дистанцию, защиту тоже сохраняешь. И еще очень важный момент, что
после, например, какой-то техники, там, короткие, длинные, ты работаешь короткие, 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 потом провел длинный удар, и потом эта техника уже, ну, может быть, еще раз работает. Надо уже что-то менять, потому что он уже понимает, что у тебя удар длиннее. Или, например, медленное. Делаешь медленное, потом резко взорвался один-два раза. И этого достаточно, потому что он дальше уже будет понимать, что все-таки ты взрывной. Также там, по силе удара. Если уже раз пробил, он уже все удары будет тоже стараться потом контролировать. То есть вот эта тактика боя, она рассчитана немножко на одну-две попытки. Не злоупотребляйте ею. Какие преимущества? Вы можете с одной атаки одержать победу, притупив немножечко бдительность вашего противника за счет дистанции, скорости, силы удара. Вот. Это одна из обманчивых техник. Еще одно преимущество, что владея вот этими разными подходами к вашему противнику, там, длинные, короткие, медленные, быстрые, сильные, слабые, вы всегда меняетесь. И это трудно для противника адаптироваться под вас, подобрать под вас какую-то технику. Вы всегда изменяетесь, вот эта изменчивость и может обеспечить вам победу. И добавить сложности вашему противнику. Поэтому здесь тоже такой творческий нужен подход. Пробуйте, практикуйтесь на тренировках с разными партнерами, и будет получаться, это точно, потому что техника интересная. Возникшие вопросы пишите в комментариях, если видео вам понравилось. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.